Всем здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала Таро Немо. С вами Евгения. И сегодня мы будем смотреть с вами на картах Таро то, о чем вы думаете. Загадайте желание. Может быть, у вас не одно желание, может быть, их несколько. В стиле «да», «нет», «сбудется», «не сбудется». Тут ведь как работает наша интуиция. Все построено на каких-то очень тонких энергиях, организации нашего, точнее, шестого чувства. Ты думаешь о чем-то своем, бывает, какая-то подсказка в другом даже приходит. Ну вот давайте мы с вами посмотрим. У нас будет всего 4 позиции, и мы посмотрим, да или нет, сбудется или нет это желание. Вы можете загадать все 4. Разные, конечно. А можете и одно. А мы с вами раскроем, как карты видят сбычу наших желаний, мои дорогие. Выполним мы на золоченом таро иллюстрации Чиро Маркетти. Итак, вариант 1, вариант 2, вариант 3 и 4. Кому недостаточно времени, ставьте на паузу, но, знаете, самое главное — конкретизировать максимально вопрос, чтобы он не был расплывчатым, чтобы с нами карты поговорили. Значит, нужно вот свести его к максимально какому-то узкому, конкретному. Ну что, выбрали? А если не хватает времени, тогда поставьте на паузу. Итак, первый вариант. Сбудется ли мое желание? Что нам сказать? Конечно, мои дорогие. Ну, посмотрите, девочки, мальчики. Кто смотрит видео «Туз Пентаклей», тут как будто чего бы это ни касалось, наше желание абсолютно точно сбудется. Очень красивое изображение, здесь очень добрая визуализация такая, добрый олень такой, на рогах у него пентакль изображен, поэтому, а что такое пентакль? По сути дела, символ нашего благополучия, это материализм, тот, без которого мы не можем жить, потому что мы хотим все комфорта, мы хотим все уюта, мы хотим взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне, вот это все проходит по этой карте, очень добрая карта. И, в принципе, кто загадал первую позицию, мне даже нечего добавить. Да, ваше желание сбудется определенно. И были в мыслях у меня дотянуть еще карты, но знаете, кто загадал первый вариант, говорят, лучше враг хорошего, поэтому я не смотрю. Однозначно, да. По времени, конечно, нам не говорят. Тут могут быть какие-то и неопределенности, могут быть свои сроки, у каждого потому что свое желание, но то, что оно как будто в принципе может быть в этом пространстве, или мы можем получить от Вселенной как подарок исполнение нашей мечты. Вот это однозначно, да, по этой карте. Может быть, кстати, по этой карте могу сказать, что ваше желание исполнится совсем не тем образом, как вы предполагаете. Поэтому от нас требуется внимание. Всегда, когда выпадает туз пентаклей, есть такое значение для того, чтобы мы осуществили что-то задуманное, желаемое, или, ну, у нас получилось вот то, чего мы хотим. Так вот, Вселенная, мы, видимо, отправляем мысли во Вселенную, и она нам обратно дает тем посылом или в той форме, которая более ближе к нашей реальности, или словно ну, все готово во Вселенной, да, но нас это может приводить к получению, осуществлению мечты каким-то другим путем. Видимо, только высшим силам известно, как будет лучше, а может быть и быстрее. Поэтому держите руку на пульсе. Тут даже, знаете, из разряда иррационального, если что-то в нашей жизни подключается словно, и вы видите, ну, раньше бы я этим методом не воспользовался, или не, я бы сказала бы нет, а вот теперь надо рассмотреть и, может быть, сказать «да». Поэтому будьте внимательны к подсказкам Вселенной. И, кстати,
своей собственной интуиции. Итак, первый вариант, правда, девочки, мальчики, кто смотрит, определенно будет у вас сбыча вашего желания, если можно так сказать, в такой форме глагола. Идем дальше. Второй вариант. Сбудется ли мое желание? Королева кубков. Ну, вы знаете, вообще бы сказал бы, конечно, да. Потому что по королеве кубков, ну, есть такая энергетика, особенно если мы смотрим, выйду ли я замуж, например. Ну, а для кого-то разведусь ли я, и будет у меня какая-то более свободная жизнь. То есть, если это касается личной жизни, сказал бы да. Но есть такое значение по королеве кубков, как великий манипулятор, потому что догадаться, что задумала королева кубков, невозможно. И ее, кстати, часто подводили люди, поэтому она приходит к выводу, что если я меньше рассказываю о своих планах, значит, тем больше у меня получится реализовать. Поэтому давайте мы возьмем с вами колоду карт. 78 дверей. И уточним. И мы зададим с вами первый вопрос. На каком этапе исполнения вашего желания? Вот прямо так спросим. Этап. Какие двери нам покажут? Эта колода карт, она как метафорическая. Именно ключевое значение двери, ключи. Дверь открытая или закрытая, или ее вообще нет. Ну и ключи, как открыть этот замок. Итак, на каком этапе исполнения вашего желания? Вы знаете, от вас потребуются решительные действия. Вот как я говорю, по этой карте квантовый скачок сделать. И нам показано, да, двери горят буквально, и мы чего-то не можем изменить. То есть сложились какие-то обстоятельства, мои дорогие, которые выше нас, сильнее нас. Но для того, чтобы нам осуществить или получить то, что мы хотим, нужно будет сделать что-то так, как мы не делали никогда. И конкретно девушке надо прыгнуть, а она кричит в окне и надеется, что ей кто-то поможет. Нам никто не поможет. Тут может быть и спасение утопающих, дело рук самих утопающих, или как бы это, ну, так не звучало, может быть, жестковато, ну, классика вообще-то. Но на самом деле от наших приложенных усилий, или я бы даже больше сказала, от нашей решимости сделать то, что для нас очень сложно. Сложно именно психологически. Нет ведь ничего такого физически сложного. Ну, посмотрите, нам показано на карте, дом, точнее, показан, и окно, в котором девушка находится, оно достаточно невысоко от земли. Ну, подумаешь, она там пару синяков или ногу подвернет, получит, да. Ну, ведь это не, в принципе, не как-то не нарушает ее жизненного порядка или не граничит с каким-то терминальным жизненным состоянием, ну правда, но это совершенно необходимо делать, потому что обстоятельства к этому вынуждают. И если из двух зол, понятно, как мы меньше выбираем. Поэтому вот нам надо сделать квантовый скачок для того, чтобы мы получили желаемое. На что-то решиться надо как минимум. Давайте мы посмотрим. Что нам мешает? Давайте так. Или препятствует. Вот такую карту зададим. Пусть нам раскроют, что нам препятствует. А знаете, мы тут пытаемся между двух стульев усидеть. Мы в состоянии выбора, вашим, нашим. Может быть, тут сложная у кого-то ситуация, правда? Может быть и по семье, может быть и по личной жизни. Но вот каков бы ни был сложный вопрос, выбор как будто придется делать. И вот, кстати, в этой колоде дверей нет как таковых. То есть нас ничто не ограничивает, как ни странно, понимаете? И нам ничего не препятствует. Тут действительно эта карта дополняет, что мы где-то не можем на что-то решиться. Или нас, знаете, как будто может увлечь одно дело, может увлечь другое дело. Это касается отношений. Может быть, один человек, и есть второй человек. И один человек мне привлекателен, но и со вторым мне тоже хорошо. И сделать этот выбор в личной жизни с учетом королевы кубков выпала ведь все-таки.
Тут будет, правда, достаточно сложно. Но сколько ни тяни, значит, по этой карте ведь как будто выбор-то вообще есть. Посмотрите, у нас молодой человек и две девушки. Причем нам карта ясно дает понять, с кем пришел человек. Точнее, даже он не пришел, а скорее, может быть, гуляли с девушкой, и им встретилась цыганка. То есть она появилась откуда ни возьмись. Так вот, у кого-то это может проиграться в отношениях, как была уже семья, и я встретил любовь. И значит, нужно хорошенько оценить, или встретила, например, любовь. Так тоже бывает. Любовь идет под разными флагами, и в разное время она у нас не спрашивает, когда приходить ей или подождать еще. Но, тем не менее, вот она появилась как будто совершенно внезапно, и он где-то забыл уже о своей спутнице. Он уже углубился в рассуждения, в мысли в какие-то в свои. И слушает очень внимательно, завороженно, как будто, что ему говорит эта цыганка. Поэтому, по идее, это выбор как будто по карте совершенно ясен. Но мы можем быть словно завороженные. Мы не можем принять вот этот самый выбор. Сложно сделать. Давайте, вот это нам мешает. Какая-то нерешительность или наша переключаемость с одного на второе. Или попытка усидеть вот так вот между двух стульев. Курсирую между одним и вторым. Давайте мы спросим, а что нам помогает? Помогает нам Луна. У кого-то проиграется семья, помогает буквально. Вот как раз семья, теплый, уютный дом, какой-то наш вот очаг, то место комфорта или то место нашей безопасности, где мы можем находиться, где мы можем укрыться буквально. По этой карте это тоже предусмотрено. И нам еще, знаете, что помогает? Ведь каждый загадал какую-то свою ситуацию. Когда мы вот чтобы открыть эту дверь, которая нам показана, ключа как такового нет. А ключ или страж дверей, хамелеон, он сам постоянно словно превращается, он меняется постоянно. Невозможно с ним вроде бы как взаимодействовать, договариваться, потому что это какие-то изменяющиеся события, может быть, вокруг вас, или изменяющиеся условия, или мы столкнулись с человеком, который тоже постоянно меняет свое мнение, и, может быть, мы хотим решить какой-то очень серьезный вопрос, а может быть, нам нужно договориться с кем-то, и тогда вот нам карта о чем говорит? Мы должны быть как вот этот хамелеон. Мы сможем открыть эти двери, когда мы только будем вот так вот, понимаете, где-то два пишем, три в уме, правда. Когда мы будем манипуляторами, когда мы примем, что Луна, ведь у нас показана, да, еще тысячи каких-то неопределенностей, и словно в нашей позиции нам приходится прочувствовать остроту момента и действовать по ситуации. Мы не можем продавливать свое какое-то желание, нам это помогает. Мы готовы к любому повороту событий, и если буквально нам нужно укрыться где-то, то все средства хороши, вот как по этому хамелеону. Мы, наверное, учимся приспосабливаться и адаптироваться по этой карте. Вот это ключевые значения. Нам будет помогать как и адаптация, приспособляемость, так умение общаться с разными людьми. У кого-то общаться на разных языках. Буквально, может быть, стоит выучить язык и разобраться в чем-то. А для кого-то, если вопрос работы, может быть, тоже язык программирования новый выучить. Может быть, Python, он сейчас наиболее такой перспективный. Хотя я слаба в этой теме. Кто-то, может быть, наверняка сильнее меня по этой части, и можно оспорить мои слова, но я для примера говорю, ведь это тоже язык, то есть мы находим какие-то средства коммуникации, и что интересно вокруг, и мы как будто поддерживаем как тему, так и сообразно ситуации, как тот хамелеон, тоже мимикрией этой обладаем, но нам как будто пространства другого не оставляет, и это будет важно. То есть сначала мы делаем квантовый скачок, а потом мы адаптируемся, и это нам помогает. Я так думаю, по поводу вот этого самого прыжка, скорее всего, нам говорит карта влюбленные, вот тот самый выбор. Не то мы останемся в этом окне,
и будем ждать на помощь, ну, к нам никто не придет. Там показан вечер на карте, и что вообще и вблизи даже никого нет. Да и в округе нет домов, чтобы нас кто-то услышал. Тут мы больше рассчитываем сами на себя. И продолжаем потом рассчитывать сами на себя. Но наша подушка безопасности именно вот где-то в адаптации и приспособляемости. Итак, в итоге давайте мы спросим, исполнится ли наше желание или что мы должны пройти, что мы должны сделать для этого. Король жезлов. Знаете, это карта харизматичного лидера. Нет, кстати, обратите внимание, дверей как таковых, но у нас показан на заднем плане Стоунхендж, и нам карта продолжает тему вот всего того, что нам только что выпало. Первая карта у нас с вами была, это квантовый скачок, мы сказали, надо сделать то, чего я раньше не делал или не делала, причем на это нужно решиться. Хорошо, мы решились. И это не значит, что мы сразу в сказку попали, мои дорогие. Правда, увы, нет. Мы попадаем в какую-то мутновато-темноватую ситуацию. По Луне проигрывается только хорошо и в пользу плюс, когда дело касается нашего конкретного дома, нашей семьи. Вот то место, где как будто мы уже точно знаем, там надежно, уверенно, комфортно, тепло и все хорошо в сторону семьи. Но если нет, если ситуация у вас касается чего-то другого, то будут перемены, вот об этом нам говорит карта Луна. Выглянет солнце, это будет ненадолго, и через какое-то время все встанет на свои места. Но будут перемены в обстоятельствах вокруг вас еще, и пока эти самые перемены наступят, нам придется приспосабливаться. А дальше нам нужно сделать что-то такое, и еще раз, то, что мы не делали. И, в принципе, знаете, как путеводная звезда будет для нас вот та цель, которую мы себе поставили. Или, иными словами, вот то самое желание, оно нас словно будет вести через все преграды, какие бы тут нам ни пришлось пройти. И, по сути, король жезлов, он всегда достигает задуманного, но он осуществляет это в одиночку, правда? Потому что он на пути своего, наверное, существования или на пути своего следования, не случайно, опять же, Стоунхендж. И значит, знаете, нужно как тайное знание или прислушаться к интуиции, или где-то допустить, что альтернативные варианты будут для вас, чтобы исполнить ваше желаемое. Но, безусловно, мы получим то, что мы хотим. Но все будет зависеть целиком и полностью от наших приложенных усилий. Нам, может быть, придется быть очень внимательному. И более того, мы, знаете, рассчитываем в плане, например, своих собственных действий тоже где-то сами на себя. И будет еще, видимо, ваше желание зависеть или каким-то образом может быть связано от вашей деятельности трудовой или от того, каким способом вы зарабатываете деньги. Вот здесь от самих денег. И какой-то период нам придется пройти, думая больше, наверное, о каких-то материальных достижениях, нежели о какой-то нашей высшие цели. Ну, цель мы не теряем из вида, но как будто она так или иначе с каким-то материальным вопросом будет или под смыслом. Поэтому для нас важно будет, может быть, решить какой-то материальный вопрос и решить его, опять же, из области где-то иррационального. Тут такое впечатление, что для кого-то это может быть, знаете, тот самый квантовый скачок, как переезд куда-то. Может быть, переезд куда-то далеко, но у кого-то и поближе, но это когда мы не собирались, может быть, а нам придется это сделать. Или у кого-то смена работы, которая тоже срочная, скорая, что-то не получилось, может быть, или пошло вот совершенно не так. И от нашей решимости будет зависеть, может быть, наша репутация, может быть, наше дальнейшее благополучие, благосостояние. Или если мы находимся в какой-то другой местности, нам словно придется отстраивать все заново. И есть определенный путь по второй позиции, мои дорогие, когда прежде чем мы достигнем или получим желаемое, нам придется приложить к этому усилия, это точно. Ну давайте мы спросим, что в конечном итоге или какой ориентир нам дадут карты.
Колесница. Еще раз старший аркан. Вот знаете, что нам будет точно помогать? И у вас получится это желание. Старший аркан колесница в колоде 78 дверей. Это практически исполнение желаний. Это карта популярности. Это когда мы, если переезд, правда, был задуман, как я сказала, вы его осуществляете. Вы осуществляете даже какой-то медиапроект. Вы становитесь популярными. По этой карте мы можем сменить сферу деятельности, мы можем сменить работу, мы можем сменить вообще, знаете, стиль какой-то жизни или качество жизни. Здесь нам показан человек, который стоит наверху буквально, опираясь на подголовник машины, кресло, точнее, машины, и его встречает толпа, он как будто известный. Вот какая-то наша даже слава может прийти благодаря предпринятым каким-то вот таким важным действием, быстрым. И пусть нам придется где-то работать может быть и над собой, но принимать, вот как эту карту Луна, да, я сказала, что адаптироваться к ситуации. И если мы принимаем, как, знаете, вызов судьбы, вызов жизни, то тогда и в нашу сторону нам как будто пространство будет помогать. Я бы сказала, чтобы подвести, как-то все это суммировать, ваше желание сбудется совершенно не тем образом, как вы предполагали. Но если вы будете идти по траектории того, что вам предлагает пространство, будете внимательны, не побоитесь где-то вот так вот совершить вот этот вот прыжок, то вас ждет даже большее исполнение желаний, чем вы это предугадываете или чем вы этого хотели. Здесь вот просто так, как будто желание к нам приходит само. По второму варианту здесь не получится, здесь именно от наших приложенных усилий. Ну а дальше вы уже, вот смотрите, точно получится. Десятка пентаклей, как и деньги заработать, как и дом построить, может быть, да, с переездом. Кто меня смотрит, и действительно вот как-то совпала энергетика второго варианта. И теплый, уютный дом у нас будет, и будет у нас наше место комфорта, и будет у нас, даже если какое-то время мы сначала, вот да, как будто дети нам показаны, они играют в дом. Они, знаете, это как генеральная репетиция, но есть и настоящий дом. Тут прямо особняк красивый, и у вас это тоже все будет. Ну и понятно, по десятке пентаклей здесь все подразумевается и личная жизнь, и в целом благополучие, и финансовый достаток, когда мы остаемся собой довольны. Это второй вариант. Хорошо. Давайте третий. Да или нет? Император. Ну, конечно. Нечего мне добавить, но вы знаете, по карте император кто что загадал. Если ваш вопрос как-то сопряжен, что вам нужно пойти оформить документ или какое-то соглашение, или вы должны обратиться, может быть, к чиновникам, то вы должны быть на одной волне, вот словно этот император. Император надеется сам на себя, вот, кстати. Но он одновременно исключает всяческий риск. Он уважает закон, он уважает иерархию, иначе как? Он император. Это основа основ. Вот и мы где-то уважаем, через голову не прыгаем. Значит, какая-то ступенчатость для того, чтобы мы решили свой вопрос, она уже предполагается. И второй момент, очень важный. Император также знает, что обстоятельства постоянно будут меняться, и он к этому готов. И он думает так, что моя какая-то цель, она меняться не будет. Но вот те планы или какие-то тезис-проекты более мелкие, которые ведут меня к этой цели, вот я их могу корректировать сообразно той обстановке, которая у меня складывается, или сообразно обстоятельствам, которые тоже, ну, вокруг меня как-то сложились. И поэтому он не допускает риска, он где-то вот допускает вот эту маневренность, чтобы ничто не поколебало его уверенности, чтобы ничто не нарушило его статуса, ну, понятно, и материального обеспечения тоже. То есть мы должны быть готовы к тому, что от нас потребуется разная энергия именно для того, чтобы удерживать вот эту власть или удерживать наше положение, удерживать наш статус и
Если мы ослабим внимание, в любой момент может все пойти кувырком. Но, в принципе, если мы говорим, сбудется ли желание, конечно, сбудется. Может быть, это еще и конкретно, вот вы загадали, и какой-то человек вам поможет. И здесь может он помочь отчасти где-то финансово поддержать, а где-то это, может быть, вопросы законности или оформления каких-то бумаг и документов. Но желание, безусловно, сбудется. Но тоже благодаря нашим приложенным и усилиям. И карта говорит, мало, как будто эту победу получить, вам придется еще ее удерживать. И здесь можно это применить или даже к личной жизни, или к каким-то своим амбициям, достижениям, получению новой должности, да, или организации бизнеса, к любой абсолютно сфере жизни. Командовать парадом буду я. Но это, кстати, на вас тоже будет накладывать определенные обязанности, вот этот момент. Вы получите желание, но словно кто-то будет зависеть еще и от вас. И вам нужно быть вот таким где-то великодушным и благородным, как император. Вот есть мера ответственности по этой карте тоже. Четвертый вариант. Да или нет. Король мечей. Но вот такой нам показан интеллектуал, который точно знает, что он хочет. И он прекрасно понимает, что эмоции только могут мне осложнить как получение желаемого, так путь к победе, так к удержанию власти. Вот ко всему. Самое главное логика, интеллект и рационализм. Все, другого как будто нет. Но очень притягательный человек, кто-то, может быть, конкретно на человека загадал. И если вы, допустим, загадали какой-то вопрос, ну, например, опять же, касается либо каких-то инстанций или оформлений документов, получения документов, просто вот узкий какой-то ваш вопрос, получу ли я визу. Да, вы ее получите, ну, к примеру. Или я получу ли какое-то согласование. Скорее всего, да, вы тоже получите. Но нам научиться контактировать с этим человеком придется. Давайте мы посмотрим, что на данный момент. Вот здесь просят меня карты разложить, достать 78 дверей и увидеть, какие же двери перед нами открыты. Что на данный момент, как видят карты обстановку к получению вашего желаемого. А вы знаете, тут по четвертому варианту вы надеетесь, что кто-то как будто вас, может быть, правда, увидит, заметит, или не на себя надеетесь где-то, а больше в состоянии ожидания, что у кого-то совесть проснется, правда, у кого-то ситуации могут быть касаемые семьи. Нам вот ведь показан здесь человек, который ожидает очереди в поликлинике как будто, да, и поликлиника такая, ну, не самая модернизированная, прямо скажем, какое-то тут какие-то бумаги, непонятные объявления на стене висят, и явно уже давно не менялись, и человек понуро сидит. Нам показан человек, который достаточно аккуратно выглядит, но уже в ветхой одежде, с заплатами. То есть он где-то с одной стороны он за собой следит, он понимает, что я должен облик где-то не терять. То есть вот даже несмотря на мое сложное какое-то материальное положение, я должен оставаться на плаву любыми способами. И, собственно, к врачу-то он пришел или за какой-то процедурой для того, чтобы поддерживать себя в каком-то более-менее бодром состоянии. Но здесь ведь нам лицо даже, вот я надеюсь, это видно, показано человека, что он особых чудес не ждет. Он понимает, что может быть статус этой поликлиники, этого учреждения, или то, на что он может рассчитывать. Это не соответствует тому уровню помощи, которая ему лично нужна. И нам показан человек, который уже в возрасте, то есть он явно отработал свою жизнь, и по идее бы ему какие-то другие бонусы должны быть положены. Вот он так думает, но по какой-то причине он всего этого лишен. И он один. С ним не пришли его близкие, его дети, может быть, его никто не сопровождает. Он вынужден идти в одиночестве. И что нам говорит об эта карта? Двери. У нас двери здесь закрыты. Мы сказали, да, что ключевое значение – это двери.
Эти двери, они закрыты, но они перед нами откроются в тот момент, когда придет наша очередь. И вопрос целесообразности, что перед нами закрыто. Закрыто, когда мы сидим где-то и ждем. Понимаете? А карта нам говорит о чем? Что нужно использовать даже вот какие-то свои максимальные возможности на данный момент, чтобы взять ситуацию в свои руки. Не находиться вот в таком замороженном состоянии или в состоянии стопора, когда мы как-то не влияем. Мы просто надеемся на чью-то порядочность, повторюсь, на чью-то доброту, или что кто-то нас увидит, заметит и придет на помощь. И вот мы говорим, да, какова ситуация на данный момент. Мы ничего не делаем. Я так думаю, что тут, конечно, разные сферы жизни могут проиграться. Верховный жрец, тут, знаете, как по судьбе какая-то ситуация у вас сложилась. Есть какие-то обстоятельства, которые вы не можете изменить. Ну, давайте мы спросим, что нам мешает. Ну, хотя карты сказали, но давайте развернем этот вопрос. Что нам мешает, чтобы осуществилось наше желание? Вы знаете, нам будут мешать то, что мы где-то не можем отпустить прошлое, мы не можем договориться, может быть, мы не видим себя в каком-то будущем, где-то мы находимся в апатии, и мы в себе разуверились, мы думаем, что это для кого-то там быстрая смена событий, а для меня ничего не произойдет. Или для кого-то наоборот уже случился тот факт, когда обстоятельства, которые были сильнее вас, как-то перекроили вашу жизнь и поставили вас вот в такое положение ожидания. И я жду конкретно. Может быть, кто-то ждет, правда, может проиграться врачебной какой-то помощи или медицинской помощи, или специфической медицинской помощи. Здесь ведь может, ну, все что угодно. Меня смотрят люди из разных стран. И есть такая помощь, которую, правда, нужно ждать иногда несколько месяцев. И мы буквально вынуждены, да, быть в этом состоянии. И как раз, надо сказать, по королю мечей проходят хирурги или врачи вообще. Мы ждем консультации узкого специалиста или мы ждем оперативного лечения, чтобы решить наш вопрос. Вот кто-то мог оказаться именно в ситуации, потому что, ну, вот так как-то сложились события. Или вы могли тоже, может быть, какая-то другая составляющая вашего здоровья, которая вас вынуждает где-то ну, вот так вот притормаживать, да, или вынуждает вас находиться в каком-то бездействии. Вот тут тогда, если вот именно по подобной ситуации кто-то загадал четвертую позицию, то, ну, давайте будем смотреть. Здесь все равно по карте колесница, понимаете, будет какая-то смена событий. Но от ваших приложенных усилий мы не можем тут совсем продолжать ждать. Мы говорим, что нам мешает. А по колеснице тут как раз, понимаете, вихрь каких-то событий, турбулентность. Сегодня одно, завтра другое. И если мы ждем, когда все успокоится, и уже, наконец, мы чем-то займемся, мы этого не дождемся. Потому что какая-то такая вихреобразная обстановка, она будет продолжаться. Тут нужно, ну, как-то, исходя, повторюсь, из того, что мы уже сегодня имеем, вот в нашем даже теперешнем состоянии, нужно, значит, каким-то образом либо контролировать вопрос, если мы хотим, чтобы это осуществилось, или дергать буквально кого-то, не давать кому-то покоя. То есть, ну, есть какие-то определенно наши действия. Давайте мы спросим, что нам помогает? Карта Верховная Жрица. Мы можем изучить, как, допустим, решить этот вопрос каким-то нетрадиционным способом. С другой стороны, по этой карте нам помогает наша независимость. И говорить, может быть, действовать совершенно не так, как мы бы в каком-то ключе это представляли. Тут словно все средства хороши. И Верховная Жрица все же, мы должны не афишировать свои намерения вот в этом контексте именно. Пока мы не обнародуем свои какие-то планы до последнего, мы себе словно подушку безопасности. Вот мы себя сохраняем.
И правда, тут ведь совершенно разные могут быть какие-то моменты. Давайте мы спросим тогда так, ну вообще, на каком-то обозримом горизонте, вот в ближайшее будущее, возможно ли исполнение этого желания по четвертой позиции? Ну, вы знаете, сказать, мы, вот восьмерка кубков, да, это ведь мы выходим из зоны комфорта, или это карта переезда, поездки, у кого-то ваш вопрос решится в другой местности, или для того, чтобы вы получили желаемое, это вам нужно как будто, ну, куда-то перейти, переместиться, может быть, сменить работу, может быть, сменить место проживания, может быть, сменить сферу деятельности, может быть, решить какую-то сложную задачу или как принять Соломоново решение. И здесь по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Как я уже сказала, это выход из зоны комфорта, и значит, что-то мы должны будем делать действительно совершенно не так, как делали до этого. И опираясь ведь на собственные силы. И выйти, самое главное, из режима ожидания. Ведь здесь, вот посмотрите, если мы говорим двери, да, у нас здесь врата, они уже открыты. Нам просто переступить, как будто решиться на что-то надо. Четвертый вариант, тут действительно надо не ждать, не надеяться на кого-то, на его величество случай, не ждать, что ситуация как-то у нас успокоится или, ну вот, ну что-то поменяется, и тогда взоры обратятся на нас, или для нас будет какая-то более благоприятная атмосфера. Нет, так не будет. Вот надо запастись как будто какими-то тайными знаниями буквально, где-то сохранять в тайне, что мы хотим осуществить. Может быть, ищем информацию, и мы знаем, что у какого-то человека подобное получилось. Ведь тут самый разный может быть вопрос. И делаем шаг вперед навстречу будущему, тогда получится. Но здесь нам надо просто как-то действовать. Вот в какой позиции, я могу сказать, проиграется. Я в самом начале сказала, если вопрос казался, получу ли я визу, да, конечно, вы ее получите. Или я получу какой-то документ, да, если будете активно действовать, конечно, вы тут его получите. Но если вы думаете, например, что какой-то вопрос сам по себе решится или без вашего участия. Тут если мы идем даже к каким-то чиновникам, значит, мы должны к ним ходить. Мы должны о себе напоминать. Мы должны, ну, наверное, как-то динамично эту обстановку обновлять постоянно, иначе попросту про нас забудут. Ну, вот как-то так. Интересно. Ну, неожиданно совершенно, конечно, но вот четвертая позиция для нас, она как будто проигрывается так. Нет такого по ней однозначного да или нет. Все будет зависеть от того, как мы распорядимся собственной энергией, нашими возможностями. Или у нас хватит, может быть, решимости. Дайте вот еще одну карту. Я понимаю, что разные ситуации, поэтому пытаюсь обрисовать в целом, а тут у каждого какая-то своя, причем узкая конкретика. Вот в узкой конкретике, как это... Вот посмотрите, мечи, то есть, ну, все равно есть какая-то правда. От нас могут утаивать эту правду. Или эта правда, как решить тот или иной вопрос, мы ее все равно можем как будто добыть, достать или узнать, как решается это. Или как работает закон в отношении нас. Но, опять же, от наших приложенных каких-то усилий будет зависеть, сможем мы преодолеть это дело или решить, или нет. Но мы должны соблюдать закон. Мы где-то должны оставаться абсолютно безэмоциональными и где-то настроиться, ну, правда, на достаточно долгий путь. Быстро тут что-то не решится. И от нас это потребует абсолютно исключить всяческие эмоции. Не жалеть где-то себя. И принять, наверное, во внимание, что обстановка будет постоянно меняться. Не будет вот именно в решении этого вопроса не будет какой-то статики. То есть как-то этот вопрос, ну так, со скрипом будем говорить, вариант номер 4. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.